Отказом ответила Центральная избирательная комиссия России на попытку КПРФ протолкнуть в Думу Павла Грудинина. Причем члены ЦИК буквально размазали бизнесменов от политики, железобетонно аргументировав свое решение. КПРФ давно называют в блогах коммерческой партией России. И глядя на то, с каким упорством Геннадий Зюганов проталкивал в Думу типичного олигарха Грудинина, с этим трудно не согласиться. После того, как ЦИК ответила на упорство главы коммерческой партии мотивированным отказом, проплаченные активисты и просто рунетовские сумасшедшие подняли в соцсетях такой галдеж и лай о том, что власти якобы боятся Грудинина и ставят ему палки в колеса. Но поскольку они не отличаются умом и сообразительностью, то не потрудились ознакомиться с видеозаписью заседания ЦИК, на котором, собственно говоря, все обсуждалось и показывались документы. А я вот не поленился и посмотрел это заседание. Хочу поделиться с вами несколькими фрагментами. Вот выступление одного из членов комиссии по сути вопроса о том, может ли получить мандат депутата Госдумы человек, который в период регистрации на выборах имел зарубежные счета. Пожалуйста, дайте цитату из нормы из закона о статусе депутата Государственной Думы. Обращаю внимание, что полномочия депутата Государственной Думы и последняя строка прекращается, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутата Государственной Думы, подчеркиваю, в период его регистрации в качестве кандидата установлено, что у него не были закрыты счета и хранились наличные деньги в иностранных банках, расположенных за пределами, и использовались другие финансовые инструменты. Не сейчас, когда он работает депутатом, а тогда, когда он регистрировался. При этом напомню одну фразу, позволю себе ее зачитать. Мы боремся с коррупцией, у нас эта кампания продолжается уже несколько лет, почти 10 лет. Мы боремся с выводом наших средств за рубеж, и в этом смысле, конечно, актуальность закона, как я уже сказал, очень высока. Кроме того, влияние Запада на наше управленческое звено – это тоже немаловажный аспект. И этот вопрос тоже отчасти решается данным законопроектом. Это, еще раз повторяю, безусловно, антикоррупционная мера. Кроме того, если наши министры, депутаты, члены Совета Федерации хранят деньги здесь, у нас в российских банках, значит, экономическая ситуация стабильная. Но это и определенный прецедент. Мы, наверное, впервые прописываем, можно сказать, запретительные регулирующие меры не для граждан, не для страны, а для себя прежде всего. Конец цитаты. Это выступление члена фракции КПРФ Анатолия Евгеньевича Локтя. За этот законопроект фракция голосовала практически единогласно, из присутствующих только один человек не поддержал фракции КПРФ этот законопроект. Это не о будущем. Это о прошлом, что каждое наше действие оставляет следы. И если эти следы остались, то к ним возвращается. Я не могу найти для этого прекрасного выступления другого слова, кроме «срезал». Вы представляете себе весь комизм ситуации. Есть партия, она имеет наглость именовать себя коммунистической. Чтобы хоть как-то оправдывать это название, она активно поддерживает законопроект о запрете иностранных счетов для депутатов. Но наступает момент истины. Она регистрирует от себя кандидата-олигарха, который на момент регистрации имел счета за границей. И публично лгал, что их нет. И вот теперь клятые чиновники из ЦИКа вынуждены указывать так называемым коммунистам на это обстоятельство. С доказательствами указывать не голословно. Теперь возвращаемся к этому. Было ли такие вещи, которые не позволяют человеку быть депутатом у предлагаемого кандидата? Покажите, пожалуйста, первый слайд. Когда Видновская прокуратура обратилась к депутатам с предложением прекратить полномочия, эта информация, конечно, к нам дошла, в том числе и в момент обращения одного из тех, кто был против назначения кандидатом, депутатом, передачи мандата депутатам Грудин Павлу Николаевичу. Мы это обращение прокуратуры, оно не является для нас документом, к нам оно не направлено. Направили для проверки в Федеральную налоговую службу. При этом напомню, что Павел Николаевич Грудинин написал при его регистрации кандидатом уведомление в Центральную избирательную комиссию. Не имею счетов, не владею, не храню и вообще чист как ангел. Следующий, пожалуйста, слайд.
избирательная комиссия центральная, не имея возможности проверить это, зарегистрировала Павла Николаевича кандидатом. После проверки Федеральной налоговой службы мы получаем информацию. Следующий слайд, пожалуйста. Вы паузу специально держите? Ничего, раскачается. Мы получили информацию о наличии вот такого количества счетов, пожалуйста, продолжите слайд, которые были часть закрыты 19 августа, то есть значительно за сроками, когда он писал заявление, а часть вообще и до 5 января 2018 года. Вопрос. Мы про норму закона, который принят единогласно Государственной Думы, что в момент регистрации, если обнаружены счета, человек изгоняется из Думы, будем забывать при принятии этого решения? Следующий слайд, пожалуйста. Он будет в Думе, если мы примем решение. И вы его на второй день должны будете изгнать. Кроме этого выясняется, что вот об этой кампании Павел Николаевич вообще никогда не заявлял. Ни в момент выборов в Госдуму, ни в момент выборов, когда был кандидатом в президенты Российской Федерации. И эта кампания до 31 декабря 2017 года была в его собственности 100%, и до сих пор не представлена в налоговую инспекцию никаких трастовых деклараций. То есть она и до сих пор весьма возможно находится у него. Мы это тоже не будем замечать и пропустим. Шах и мат, не товарищи из коммерческой партии. Нет, я понимаю, конечно, что вы привыкли колебаться вместе с генеральной линией, ползя по которой даже змея может сломать позвоночник. Но с Грудининым вы публично наложили в штаны еще когда зарегистрировали от себя этого махрового латифундиста. Процитирую публициста Александра Роджерса, который доходчиво написал о том, что представляет собой так называемый совхоз имени Ленина. Павел Николаевич Грудинин официально владеет 42,87% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Принадлежащая ему белизская офшорная компания Бонтра Лимитед владеет 99% акций ООО «Универсальная финансовая компания», которая принадлежит еще 20% акций совхоза. Таким образом, Грудинину единолично принадлежит 62,87% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Его родственники и друзья владеют еще 36,13% акций. Вместе это 99% акций совхоза в кавычках. В связи с чем у меня возникает закономерный вопрос. А как же все для людей и народное предприятие? Этому самому народу коммунист Грудинин оставил аж целый 1%. Кормилец, благодетель, отец родной. Да-да, Бонтра Лимитед – это та самая компания, принадлежность которой Грудинину ЦИКу удалось выяснить лишь через налоговую. И вот этого человека, который лгал и про так называемый совхоз, и про свои зарубежные счета, псевдокоммунисты пытались всунуть в Госдуму, нарушив закон, который сами же поддержали. Кто сказал театр абсурда? Таковы реалии современного как бы коммунизма, у которого от коммунизма только прихватизированный бренд. Если ЦИК в чем-то нарушил закон, отказав передаче думского мандата Грудинину, то пусть вместо левые не верещат в интернете, а идут в суд. Собственно, в самой комиссии им об этом открыто и сказали. ЦИК работает в рамках правового поля, а не каких-то фантазий. У нас нет необходимости, нет возможности фантазировать по одной простой причине, что любое наше решение может быть отменено в суде. Поэтому мы стараемся по пустякам не подставляться. Если у кого-то есть сомнения в справедливости, можете идти в суд. Центральная избирательная комиссия за последние годы не проиграла ни одного судебного решения. Ни одного. Впрочем, они даже могут решиться подать в суд, потому что там уже такая степень маразматического безумия, что возможен любой вариант. Но это будет еще одно избиение. То есть они просто станут публично размазывать то, что наделали в штаны в ситуации с Грудининым по своим головам. КПРФ уже давно надо переименовать в Копрофашскую партию России, а в преемнике Зюганова позвать актера, который играл Пахома в легендарном «Зеленом слонике».